Введение. 16. Нам остается рассмотреть лишь два возражения, единственных, которые действительно достойны этого названия, поскольку они основаны на разумных теориях. И то, и другое допускает реальность всех материальных и моральных феноменов, но исключает вмешательство духов. Согласно первой из этих теорий, все проявления, приписываемые духам, суть не что иное, как действие магнетическое. Медиумы якобы находятся в том состоянии, которое можно назвать пробужденным сомнамбулизмом, феномен, свидетелем коего мог быть всякий, кто изучал магнетизм. В этом состоянии интеллектуальные способности приобретают аномальное проявление. Круг наитивных восприятий расширяется за пределы нашего обычного понимания. В эту-то пору медиум якобы черпает в себе самом в силу своего ясновидения все то, что он говорит, и все понятия, им передаваемые, включая сюда даже вещи, наиболее чуждые ему в обычном его состоянии. Не нам оспаривать силу сомнамбулизма, чудеса которого мы видели и все фазы коего мы изучали более 35 лет. Мы согласны с тем, что часть спиритических манифестаций действительно может быть объяснена именно таким образом. Но вместе с тем тщательное и внимательное наблюдение показывает множество фактов, где вмешательство медиума в какой-либо иной форме, кроме как пассивного орудия, материально невозможно. Тем, кто разделяет это мнение, мы скажем, как и прочим, смотрите и наблюдайте, ибо, определенно, вы не видели всего. Затем мы противопоставим им два соображения, взятых из их собственного учения. Откуда пришла спиритическая теория? Разве это некая система, воображенная несколькими людьми для объяснения фактов? Ни в коей мере. Кто же ее открыл? Именно те самые медиумы, ясновидение которых вы превозносите. Если стало быть ясновидение это таково, как вы его полагаете, то почему они в таком случае приписали духам то, что черпали в себе самих? Когда-либо они нам свои сведения, столь точные, столь логичные, столь возвышенные, о природе этих внечеловеческих умов. Из двух вещей одна, или они ясновидящие, или же нет. Если они ясновидящие и если мы имеем доверие к их правдивости, то нельзя без противоречия допустить, чтобы они не были правы. Затем, если бы все феномены имели свой источник в медиуме, то они были бы тождественны у одного и того же индивида, и никто не видел бы одного и того же медиума, говорящим языком самым разнородным или выражающим поочередно вещи самые противоречивые. Этот недостаток единства и последовательности в манифестациях, полученных медиумом, доказывает различие источников. Если же нельзя найти эти последние в медиуме, то нужно искать их вне его. Согласно другому мнению, медиум есть настоящий источник проявлений, но вместо того, чтобы черпать их в себе самом, как то утверждают сторонники сомнамбулической теории, он черпает их в окружающей среде. Медиум таким образом своего рода зеркало, отражающее все идеи, все мысли и все знания окружающих его лиц. Он не сказал бы ничего, что не было бы известно по крайней мере нескольким из них. Невозможно отрицать, и это даже один из принципов учения, то влияние, какое оказывают присутствующие на характер проявлений. Но влияние это совсем не таково, каким его полагают, и оно далеко от того, чтобы медиум сделался эхом мыслей присутствующих, ибо тысячи фактов утверждают совершенно обратное. Стало быть, это серьезная ошибка, лишний раз доказывающая опасность скороспелых выводов. Эти лица, не будучи в состоянии отрицать существование феномена, кое не может признать обывательская наука, и не желая в то же время допускать присутствие духов, объясняют сам феномен на свой лад. Их теория могла бы показаться правдоподобной, будь она в состоянии объяснить все факты, чего, однако, ни в коей мере не происходит. Когда же им с очевидностью доказывают, что некоторые сообщения медиума совершенно чужды мыслям, знаниям, даже мнениям всех присутствующих, что эти сообщения часто самопроизвольны и противоречат всем предвзятым идеям, то сторонников этого взгляда не останавливают такие пустяки. Излучение, говорят они, распространяется далеко за пределы непосредственного круга собравшихся. Медиум есть отражение всего человечества,
И если он не черпает вдохновения свои рядом с собою, то идет искать их в другом месте, в городе, по стране, на всем земном шаре и даже на других планетах. Я не думаю, чтобы эта теория дала объяснение более простое и вероятное, чем то, которое дано спиритизмом, ибо такое объяснение предлагает некую причину, совсем по-иному чудесную. Идея о существах, населяющих пространство, которые, будучи в постоянном соприкосновении с нами, сообщают нам свои мысли, не имеет в себе ничего, что могло бы покоробить разум больше, чем предположение об этом вселенском излучении, исходящем из всех точек мироздания, дабы сосредоточиться в голове одного индивида. И еще раз, и это капитальный пункт, повторить который никогда не лишний, теория сомнамбулическая и та, которую можно назвать рефлективной, были воображены несколькими людьми. Это суть индивидуальные мнения, созданные для объяснения одного факта, тогда как учение духов нисколько не человеческая концепция. Оно было продиктовано теми самыми умами, которые проявились в ту пору, когда никто и не помышлял о чем-либо подобном, когда само общее мнение отвергало все, с этим связанное. И вот мы спрашиваем, где бы медиумы могли почерпнуть учение, которое ни у кого на Земле не существовало в мыслях. Мы спрашиваем, помимо того, благодаря какому странному совпадению тысячи медиумов, рассеянных по всему земному шару, никогда друг друга не видавших, согласуются друг с другом, чтобы сказать то же самое. Если первый медиум, появившийся во Франции, подвергается влиянию мнений, уже распространенных в Америке, то по какой странности мог он позаимствовать свои идеи в 2000-м лье за морем у народа, чуждого по нраву и языку, вместо того, чтобы взять их поблизости от себя? Но есть и другое обстоятельство, над которым недостаточно подумали. Первые проявления, как во Франции, так и в Америке, имели место не письмом, не словом, но стуками, согласующимися с буквами алфавита и образующими тем самым слова и фразы. Именно таким образом открывшиеся разумные силы заявили, что они являются духами. Если, значит, можно было предположить вмешательство медиумов в словесные или письменные сообщения, то этого нельзя сделать со стуками, значение которых не могло быть известно заранее. Мы могли бы привести большое число фактов, доказывающих в проявляющейся разумной силе очевидную индивидуальность и ее полнейшую независимость от воли присутствующих. Мы, стало быть, отправляем инакомыслящих к более внимательному наблюдению, и если только они действительно пожелают изучить предмет без предубеждения и не делать выводов, прежде чем увидят все, то они признают бессилие своей теории дать объяснение всему. Мы ограничимся постановкой следующих вопросов. Почему проявляющаяся разумная сила, какова бы она ни была, отказывается отвечать на некоторые вопросы по хорошо известным предметам, как, например, имя и возраст спрашивающего, о том, что у него в руке, что он делал накануне, что намерен делать завтра и так далее. Если б медиум действительно был зеркалом мысли присутствующих, то ему не было бы ничего легче, как ответить на такого рода вопросы. Противники наши пытаются отвергнуть этот довод, в свою очередь, спрашивая, почему духи, которые должны знать все, не могут сказать вещей столь простых, согласно аксиоме: кто способен на большее, способен на меньшее. Из чего они заключают, что это не есть духи. 14. Если бы какой невежда или скверный шутник, представ пред ученую ассамблеей, спросил бы, например, почему средь бела дня светло, то неужели вы полагаете, будто ассамблея это стала утруждать себя серьезным ответом, и логично ли было бы из ее молчания или смеха, коим был бы одарен вопрошающий, заключить, что члены ее сплошь ослы? Так именно в силу превосходства своего духи не отвечают на вопросы праздные или нелепые и не желают попадать в положение допрашиваемых. Вот почему они молчат или предлагают заняться вещами более серьезными. Мы, наконец, спросим, почему духи зачастую приходят и уходят в некое определенное мгновение и почему, когда мгновение это прошло, никакие молитвы, ни мольбы не могут вернуть их. Если бы медиум действовал лишь по умственному побуждению присутствующих, то очевидно, что в этом обстоятельстве содействие соединенной воле всех
должно было бы стимулировать его ясновидение. Если же он не уступает желанию собравшихся, подкрепленному его собственной волей, то это значит, что он подчиняется какому-то чуждому ему самому и окружающим влиянию, и что влияние это наглядно показывает тем свою независимость и индивидуальность.